Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам очень хорошую чистку и очень сильную. 12 лихоманок. Или лиховиц, или трясовиц. По-разному их называют. Это 12 видов болезней, скорее 12 проявлений симптомов недугов в человеке. Потому что если человек болен телом или душой, то у него как раз эти 12 симптомов. Сейчас перечислю, и вы поймете, о чем речь. Так вот, с принятием христианства очень многие ритуалы, очень многие заговоры, понятия были переделаны под христианский лад. Вот эти 12 проявлений болезни начали называть 12 дочерей Иродовых. Поскольку Ирод был противник христианской религии, самый ненавистный царь, вот его все время приводит как источник зла. И, мол, у него было 12 дочерей или 12 было духов темных, которые подчинялись ему и назывались его названными дочерями. И они мучили людей, наводили на них болезни, лихорадки, всякие гнойные заболевания и прочее, прочее. На самом деле это всего лишь злые духи, которые друг за другом селятся в теле и в душе человека, стоит ему нарушить свой баланс энергии. То есть я уже вам объясняла, что такое порча. Это постепенное внедрение в жизнь человека злой энергии, которая начинает разрушать его душу, его подсознание, его тело, жизнь, создает помехи, болезни, затраты, несчастья и в конце концов добивается того, чтобы человек был подавленный, был угнетенный, уставший, без положительной энергии, в итоге рано умер, собственно говоря. Сейчас я вам расшифрую эти их имена, то есть этих 12 сестер и их предназначение. Трисея – это трясучка. Трясучка от неприятностей, от каких-то тяжелых ситуаций жизненных, либо трясучка из-за болезни, из-за страха, фобии, из-за проблем и так далее. Трисея. Агнея. Огневица еще по-другому называют. Это, как правило, когда в теле человека вирус, естественно, жар его в жар бросает, либо внутренние страхи, горит у него душа. Знаете, когда говорят, горит душа, горит внутреннее состояние, жар. Внутренний жар или жар телесный. Ледея, леденящий холод. Это чаще всего плохая циркуляция крови, когда не греется, тело не получает нужного тепла. Либо внутренний холод, душевный холод, одиночество, смрад в душе, боль и так далее. Гнетея, гнетущая боль. По-другому еще называют это та сила, которая как бы приводит к каким-то гнойным отложениям, злокачественным опухолям и так далее. Киста и прочее, прочее. Не будем перечислять. Грынуша. Это заболевание в основном связанное с дыхательной системой. Это может быть астма, это может быть сердечная недостаточность, это может быть ишемия и так далее. То есть с дыхательной системой, системой снабжения кислорода в организме человека.
Если его не хватает, значит, она поселилась внутри человека. Глухея или глушея по-другому. Если начинает друг за другом оглушаться, то есть заглушать системы, которые работают и которые отвечают за общую работу организма. То есть глушатся друг за другом жизнедеятельность, важные аспекты организма человека или души. Ламия – это суставная боль, это подагра, это... То есть ломает человек, ломает кости, ломает суставы, ломает внутреннее состояние, ломает жизнь. Пухлея – разного вида отечности, опухоли наружу, появление горба, появление грыж и так далее. Желтея – это пергаментная желтизна лица, это нездоровый вид, это болезненный вид, это болезненный вид зубов, лица, кожи, рук, да, это выступающие вены. То есть от болезни внутренней начинает болеть уже... Болезнь внутренняя всегда переходит в физиологию. Понимаете, дорогие друзья? Если душа человека неспокойна, если человек переживает, нервничает, если человек несчастлив, и у него пусто в душе, это все потом отражается постепенно и на лице, и на теле, и на организме. Каркуша или скорпия – это больше душевные переживания, душевные муки, которые все время изливаются как неврозы, как, скажем так, нервные какие-то болезни. Что еще? Выпадение волос. Меняется, дурнеет лицо, дурнеет тело. Это неправильная, скажем так, неправильная полнота, лишний вес, ожирение и так далее, и так далее. То есть внутренняя вот эта вот каркуша или скорпия, она выливается в эти все такие вот не очень приятные симптомы внешние. Глидея – это в основном болезнь коры головного мозга, глаз, потому что связано со зрением, да, упадок зрения, головные боли, мигрень, боль лобной части, боль затылочной части, которая все, то есть отражается и на зрении человека, и на его вот этой активной жизнедеятельности. Агниастра – это когда начинается скупорка вен, и постоянно горит голова, шум в ушах. То есть ощущение, что горит огнем голова. Иногда могут гореть огнем ноги, боль в ногах. Одним словом, вот эти все 12 сестер селятся в человеке, сначала в его душе начинают угнетать, потом вокруг него создают эту всю боль, безысходность, а потом начинает вследствие всего этого, этих постоянных стрессов, болеть уже тело человека, обезображиваться, меняться, стареть и прочее, прочее. И их вот время от времени нужно изгонять из своей жизни. Выкатывание яйцом. Дорогие друзья, выкатывание яйцом вообще это древний метод. Но это не самый сильный метод, как некоторые считают. Выкатывание яйцом помогает только, если обоюдно делать разные чистки. То есть выкатывание яйцом, потом выливание воском, вместе с очень сильными заговорами. Вот тогда оно будет помогать, собственно говоря. Просто выкатывание не даст такого сильного эффекта. Что такое выкатывание яйцом? Вот в яйце есть жизнь. Если яйцо положить под курицу, через некоторое время вылупится цыпленок, да, это жизнь. Так вот, человек свои бедствия, свои болезни из живого своего тела перекладывает в другое живое тело, еще не рожденное, но вот сюда. То есть очищает, вот оно отрывается энергетически, селится уже внутри него. Потом открываете, собственно, это не
показатель какой-то порчи, не порчи и так далее. Не имеет значения. У всех по-разному. Но обычно яйцо становится таким, как тухлятина. Если на человеке есть хотя бы зависть или есть телесный недуг, да даже просто очень сильно усталость можно вот таким образом убрать. Когда очень сильно усталость, разбитость, то есть нет энергии, нет силы и так далее. Если вы чем-то отличаетесь от других людей, я уже это говорила, не буду повторять, обязательно будет к вам зависть и ненависть. Это тут даже спорить нечего. Что вам нужно для этого ритуала? Баночка, какая-нибудь емкость. Ну, в принципе, банка, она удобна, потому что ее потом выкинуть легче закрыть. 3 яйца, здесь на 1 я сделаю, потому что нет столько записи времени. И 3 свечи, желательно черный воск. Черный воск очень хорошо действует. Если нет, то можно сделать на обычный воск, но эффект будет 70%, учтите. А черный воск, он абсолютно очищает, снимает, потому что это... В чем разница между черным воском и обычным? Черного цвета вообще в природе не существует. Черный – это соединение всех цветов. То есть это усиленная энергия всех цветов, собрана воедино энергия Вселенной. Поэтому черный воск, он сильнее. Берете яйцо, против часовой стрелки начинаете крутить вокруг головы. Крутите, читайте 3 раза, потом разбивайте. Я 1 раз прочитаю. Потом 2 яйцо берете. Также крутите вокруг головы. Потом начинаете, то есть 1 яйцом просто крутите, 2 яйцом начинаете крутить, а потом начинаете выкатывать по телу. Вот так выкатывайте по лицу, по голове, чтобы она касалась вашего тела. По больным местам, где у вас болит ноги, осторожно только не разбейте в руке. Значит, выкатывайте и читайте 3 раза по всему телу. Разбивайте 2 яйцо. 3 яйцо точно так же. Выкатывайте по всему телу. Читайте 3 раза и разбивайте туда. Потом берете свечи. Значит, первая свеча нужно крутить ею над головой. А потом, значит, сюда капать и начинать выливать воск. 2 свеча точно так же. Свечи только крутим над головой, потом капаем сюда воск, то есть выливаем воск. После чего эту банку нужно закрыть. Можете в черную материю завернуть для как бы верности, завязать. И на следующий день выносите, нужно оставлять где-нибудь в таком месте, где люди не ходят. Лесополоса должна быть закрытая, глухая, где не ходят люди. Оставляйте 12 монет и говорите: от 12 лихоманок откупаюсь. Время от времени, когда у вас тело начинает болеть, когда вы чувствуете, что вы слабеете и многое другое, начинайте, то есть делайте этот ритуал. Он не сложный, много чего для него покупать не нужно, но он очень сильный. Будете обновлять тело. Естественно, изгонять эти все страхи и переполохи и из души, из сознания в том числе. Начнем. 12 сестер лихоманок, трясовиц. Я изгоняю вас из своего тела и сознания. 12 черных девиц, 12 злых бесениц, корчи, порчи, родомицы, я вас воедино собираю, из тела и души убираю. 12 сестер, черных девиц, злых бесениц, Трисея, Агнея, Лидея, Гнетея, Грынуша, Глухея, Ламея, Пухлея, Желтея, Каркуша, Глядея, Агнеястра, свалитесь, скрутитесь, навеки провалитесь, сгиньте в тартар. Болоты захлебнитесь, в огне сгорите, в пустыне иссохните. Не я реку, а Ярыла велит. Он огнем вас спалит.
в болоте утопит. Всех вас, чернодевы, бесодевы, 12 сестриц, лихоманки, по именам кличу, всех вас знаю, всех вас выкликаю, в Тартар отправляю. Словом живым сказано, тело и душа очищается, исцеляется, как тело очистилось, так и порча иссохла, да скукожилась. Волей моей быть, да никому сие не перебить. Заклято. Ну, особо не крутила. Посмотрим, что у меня тут вылезет. Чего-нибудь да вылезет. Много желающих моей погибели. Ага. Да хрен они угадали, однако. Не сильно крутила, но что-то такое вылезло неприятное. Нужно крутить полностью всеми 3 яйцами это сделать, выкатывать, а потом разбить и наблюдать. Через некоторое время начинается там тухлятина. На следующий день, вот если вы оставите на ночь и на следующий день будете выносить, там будет просто такая мерзость внутри. Поскольку на ночь остается и начинает показывать. Вот. Ну, на первый раз не сильно прям вышло, но чего-то там есть. Такой желток такой. Потемнел. Ну да ладно. Дальше. Берете свечу, зажигаете. И крутите над головой. «12 сестер лихоманок, трясовиц. Я изгоняю вас из своего тела и сознания. 12 черных девиц, 12 злых песениц, корчи, порчи, родомицы. Я вас воедино собираю. Из тела и души убираю 12 черных девиц, злых песениц». Начинаете капать, когда называете их имена. Трисея, Агнея, Ледея, Гнетея, Грынуша, Глухея, Ламея, Пухлея, Желтея, Каркуша, Глядея, Агниястра. Свалитесь, скрутитесь, навеки провалитесь, сгиньте в Тартар. Болотой захлебнитесь, в огне сгорите, в пустыне сохните. Не я реку, а Ярыла велит. Он огнем вас спалит, в болоте утопит, вас всех, чернодева, бесовицы, 12 сестриц, лихоманки, по именам кличу. Всех вас знаю, всех вас выкликаю, в Тартар отправляю. Словом живым сказано, тело и душа очищены, исцелены. Как тело очистилось, так и порча иссохла, да скукожилась. Воле моей быть, да никому сие не перебить. Заклято. Ну, как видите, однако, ничего веселого. Да, алкаши у нас разбушевались посреди ночи. Тихо! 4 утра. Тихо пусть. Иди сюда. Ну-ка. О, красота. Такая вся. Что у нас тут вылезло? Интересно знать. Чего-то там вылезло? Ну да, не имеет значения. Какая-то пасть волка. Ай, хрен с ними. Скорлупу можете выкинуть отдельно.
Если все проведете правильно, то облегчение полное вам обеспечено. Ух, аж самой легче стало. Всем удачи, пользуйтесь во благо.